Друзья, если у вас нет возможности читать трагедию Уильяма Шекспира «Гамлет», смотрите это видео. Это история о мести и не только. Полное название «Трагическая история о Гамлете, принце датском». Написал пьесу Шекспир в начале 17 века. События происходят где-то в Дании. Пьеса состоит из 5 актов. Итак, город Эльсинор. Представьте площадь перед замком. Полночь. На страже стоят офицеры Бернарда и Марцел. К ним подходит Горацио. Это ученый, друг принца Гамлета. Горацио пришел проверить слухи, что ночью появляется тень убитого короля, отца Гамлета. Горацио не верил в эту чушь, но пришел. Кстати, имя убитого короля тоже Гамлет. Очень скоро появился призрак. Горацио узнал в нем короля. Пытался с ним заговорить, но призрак молчал, а затем ушел. Горацио рассказал Марцеллу о том, как король стал королем. Когда-то норвежский король Фортинбрас вызвал на бой датского короля. Победил датский король, и после этого все земли Фортинбраса отошли королю Гамлету. Только вот сын Фортинбраса, тоже, кстати, Фортинбрас, собрал отряд норвежцев, чтобы вернуть эти земли. То, что призрак появился, сказал Горацио, неспроста. Видать, что-то будет нехорошее. Я расскажу о нем Гамлету. Может, с ним призрак заговорит. В замке новый король Клавдий на собрании говорит, что он взял в жены вдову умершего короля, который был ему братом. Еще он дает указание отвести письмо норвежскому королю, дяде Фортинбраса, в котором он написал об агрессии племянника. Сын вельможи Полония Лаэрт попросил разрешения у короля вернуться во Францию, ведь он приехал на коронацию и теперь хочет уехать. Король разрешил. Здесь же на собрании был и Гамлет. Он был мрачнее тучи. Чего не скажешь о его матери, королеве Гертруде. Она уже забыла о смерти мужа, теперь у нее был новый муж. «Гамлет, хватит уже скорбеть», — сказал король. «Весьма похвально, но уже хватит. Пожалуйста, оставайся с нами, не нужно возвращаться в Германию на учебу». Королева тоже попросила сына остаться. Гамлет согласился. Когда он остался сам, начал размышлять, что мать поступила очень скверно, когда так скоро вышла замуж, всего через месяц после смерти короля. К Гамлету подошел Горацио. «Я тут ночью вашего отца видел». «Моего отца? Ночью? Уверен?» «Да, уверен». И Горацио все рассказал. Тогда Гамлет сказал, что сегодня ночью он тоже будет на страже, чтобы увидеть отца. И попросил Горацио и стражников никому не говорить обо всем этом. Тем временем Лаэрт, уезжая, давал наставления своей сестре Офелии. Говорил, чтобы она не подпускала к себе Гамлета, который всячески клеился к ней. Их отец Полоний то же самое говорил дочери. В полночь Гамлет, Горацио и стражник Марцел стояли там, где появлялся призрак, и вскоре он появился. «Отец, скажи, почему ты пришел к нам?» – спросил принц. Призрак поманил Гамлета за собой, чтобы сказать ему что-то наедине. Парни отговаривали принца идти за призраком, но Гамлет все же пошел. «Значит так, сынок, меня убили. Ты должен за меня отомстить, ясно?» «Как убили?» «Да вот так. Официальная версия. Меня, спящего, в саду ужалила змея. Но настоящая змея мой брат, твой дядя. Когда я спал, он влил мне в ухо сок белины. Так что, мой сын, отомсти за меня. Только мать не трогай». Начало светать. Призрак попрощался и ушел. К Гамлету подошли Горацио и Марцел. «Парни, есть просьба. О том, что сегодня здесь произошло, никому ни слова». «Да не вопрос, будем молчать». Королевский советник Полоний передает слуге письмо и деньги для сына Лаэрта. «Поезжай в Париж, узнай, как там дела у сына. Только чтобы он не знал о тебе. В общем, следи за ним». Слуга уходит, появляется дочь Офелия. Она говорит, что только что виделась с Гамлетом. «Отец, он какой-то не такой, на психа похож. Мне страшно». «Наверное, с ума сошел от любви к тебе.
Расскажу королю. Тем временем король с королевой позвали бывших друзей Гамлета Розенкранца и Гильденстерна. «Парни», — сказал король, — «в последнее время с Гамлетом что-то творится, он стал странным. Пожалуйста, узнайте у него, что происходит. Может, мы сможем ему помочь?» Парни уходят. Появляется Полоний. Он говорит королю, что знает причину странного поведения Гамлета. «Это от любви. Он влюблен в мою Офелию, а она его любовь не принимает». Тем временем вернулись послы из Норвегии. Сказали, что король взял ситуацию под свой контроль, что Фортинбрас больше не опасен. Они теперь на Польшу собрались идти войной. Надо же с кем-то им воевать. Послы ушли. Полоний достал любовное письмо Гамлета, которое дала ему Офелия, и зачитал королю. «Чтобы самим убедиться, мы организуем их свидание, а сами спрячемся и все подслушаем», — предложил Полоний. Друзья, сейчас я вам расскажу кое-что, о чем вам в школе вряд ли расскажут. В общем, дальше Полоний встречает Гамлета, который бесцельно ходил по замку. Он спросил принца, узнает ли тот его. «Да, ты торговец рыбой», — отвечает Гамлет. «Причем здесь торговец рыбой? Ведь Полоний вельможа». Но все становится на свои места, если взять оригинал пьесы. Там написано слово «фишмонгер». Фишка в том, что во времена Шекспира это слово означало «сутенер». То есть Гамлет в лицо Полонию говорит, что тот сутенер. А теперь подумаем, почему вдруг Офелия резко начала отвергать ухаживание Гамлета. Ведь до свадьбы нового короля она его не отвергала. Дело в том, что теперь Гамлет не удел. Раньше он был наследником, то есть будущим королем, а теперь он никто. И вот такой нищеброд нафиг не нужен Офелии. Понимает это и Полоний, который теперь всячески отговаривает Офелию от встреч с Гамлетом. А раньше он этого не делал. То есть Офелия не невинное создание, а такая продвинутая дамочка. Хорошо, друзья, возвращаемся к пьесе. К Гамлету подходят Розенкранц и Гильденстерн. Он рад видеть старых друзей и одновременно удивлен. «Парни, что вы забыли в этой дыре? Зачем сюда приехали?» «В гости?» «Сами, без принуждения, в гости?» «Ну-ну». «Да, ты прав, нас к тебе послали король и королева». Парни еще добавили, что по дороге видели актеров, которые ехали в Эльсинор. Гамлет заинтересовался. Когда актеры приехали, Гамлет их радостно встретил. Он договорился, что завтра актеры сыграют один отрывок об убийстве. И в нем актеры немного изменят слова на те, которые им даст Гамлет. Да не вопрос, сделаем. Гамлет остался сам. Он размышляет, что ведет себя как баба, ведь не может отомстить за смерть отца. Он решает, что актеры завтра перед королем разыграют сцену убийства отца, а он сам посмотрит за реакцией дяди и тогда все поймет, виновен дядя или нет, потому что на 100% не доверял словам призрака, ведь призрак мог быть посланником дьявола, нужны были доказательства. Следующий день. В замке король спрашивает Розенкранца и Гильденстерна, узнали ли они что-то о Гамлете. Нет, молчит. Но зато приехали актеры. Гамлет им был очень рад. Они сегодня вечером будут давать представление. Парни ушли. Король говорит королеве, что скоро здесь Гамлет встретится с Офелией, и тогда они, возможно, лучше узнают, что у принца на уме. Остается одна Офелия. И вот дальше появляется Гамлет со своим знаменитым монологом. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Он думает, что ему делать дальше. Он так не уверен в себе, что постоянно сомневается. Думает, оставит ли ему все как есть, или набраться мужества и отомстить королю. А может лучше умереть, и тогда вообще все будет пофиг. И тут появляется Офелия. Гамлет ей говорит идти в монастырь, чтобы не рожать грешников. Или выйди замуж за дурака, умный на тебя не поведется. Гамлет уходит. Офелия стоит и не понимает, что это было только что. Должно быть, он
С ума сошел. А ведь раньше так меня любил, подумала она. Подходят король и Полоний, которые слышали разговор Гамлета и Офелии. «Да какая там любовь?» – говорит король. «У Гамлета в голове что-то другое, и он не сумасшедший. Ладно, от греха подальше я отправлю его в Англию, дань собрать». Полоний говорит, что после выступления актеров он устроит встречу принца и королевы, и тогда подслушает их разговор. Он все еще убежден, что Гамлет такой из-за неразделенной любви. Чуть позже Гамлет рассказывает актерам, как им нужно играть в вечернем спектакле. Потом зовет Горацио и говорит ему во время спектакля внимательно следить за реакцией короля. «Я тоже буду смотреть, потом поделимся впечатлениями». Начинается спектакль. Пришли все – король, королева, Полоний, Офелия и другие. Актеры играют сцену с отравлением короля. Гамлет все время комментирует происходящее на сцене. Королю становится плохо. Все расходятся, кроме Гамлета и Горацио. Они убеждены в виновности короля. Пришел Полоний. Сказал, что Гамлета мать зовет. Тем временем король говорит Розенкранцу и Гильденстерну, что отправит Гамлета вместе с ними в Англию с важным письмом. Парни уходят. К королю подходит Полоний. «Гамлет пошел к королеве», — говорит он. «Я пойду стану за ковром, чтобы подслушать их разговор». Король остался сам. Он начал размышлять о своем грехе, братоубийстве. Он встал на колени и начал молиться. В это время мимо него проходил Гамлет, который шел к матери. Подумал, что может сейчас убить короля. Да нет, как-то нехорошо во время молитвы. Другим разом завалю его, решил принц. В своей спальне королева общается с Полонием. Затем он прячется за ковром. Входит Гамлет. «Мам, что случилось?» «Зачем отца оскорбляешь?» «Зачем ты отца оскорбила?» «Да ты дерзкий, какой есть». Королева испугалась, подумала, что сын готов ее сейчас заколоть. Полоний сразу из-за ковра позвал стражу. И тут же Гамлет выхватил шпагу и проткнул ковер, а с ним и того, кто за ним стоял. Друзья, вам в школе будут рассказывать, что Гамлет думал, что за ковром стоял король, что он хотел убить короля, а оказалось, что убил Полония. Но мы помним, что когда Гамлет шел к матери, он видел молящегося короля и уже тогда мог его убить, но не убил. И очень сомнительно, что пока Гамлет разговаривал с матерью, король тихо проник к ней в спальню и встал за ковер, и вдруг Гамлет резко захотел его убить. Как-то нелогично. В общем, думайте сами, о чем думал Гамлет. Гамлет сказал матери все, что думает о ее поступке. И тут снова появился призрак. Вот только королева его не видела. В то время как Гамлет разговаривал с призраком, мать думала, что сын полностью крейзи. «Сынок, ты полегче с матерью», — сказал призрак. «Хватит уже». «Ну ладно. Мам, меня в Англию отправляют. Наверняка убить хотят. Но ничего, я к этому готов. Посмотрим, кто кого». Гамлет успокаивается и уходит. С собой он забирает тело Полония. Королева рассказывает королю о встрече с Гамлетом. «Хорошо, хоть еще нас не поубивал. Отправлю-ка я его в Англию». Розенкранцу и Гильденстерну король велит разобраться с трупом Полония. Те сходили к Гамлету и вернулись. «Мы не нашли труп. Принц его где-то уже закопал». Король позвал Гамлета. «Где Полоний?» «На ужине. Только не он ест, а его едят». «Где Полоний?» Еще раз спросил король. «На небесах?» «Понятно. В Англию отправляйся, немедленно, шутник хренов». Гамлет ушел. Король дает Розенкранцу и Гильденстерну письмо и велит им всюду следовать за Гамлетом. В том письме приказ убить Гамлета. Тем временем по территории Дании шел норвежский военный отряд во главе с Фортинбрасом на Польшу. Гамлету объяснили, что все из-за маленького клочка земли. «Что? И за этот клочок воевать?» «Не понимаю», — сказал Гамлет.
а потом задумался, ведь у Фортинбраса была цель, к которой он шел, а у него самого не было никакой цели. А в замке Горацио рассказывает королеве о состоянии здоровья Офелии. Она очень плоха, переживает из-за смерти отца, говорит какой-то бред. Входит Офелия. Король с королевой ничего не могут понять из того, о чем она говорит. Офелия уходит. Король говорит королеве, что сын Полония Лаэрт вернулся из Парижа. Парень верит слухам, что в смерти отца виновен король. Простые люди его поддерживают, хотят его видеть своим королем. И тут входит вооруженный Лаэрт, за ним народ. «Кто убил моего отца?» – сразу спрашивает он. «Это не я», – отвечает король. Входит умалишенная Офелия. Лаэрт с болью в сердце смотрит на сестру. Тем временем для Горацио приносят письмо от Гамлета. Принц писал, что в море, когда они плыли, на них напали пираты. Во время битвы он оказался единственным пленником пиратов. С ним обошлись должным образом. Гамлет просил Горацио поспешить к нему и передать приложенные письма королю. Король наедине рассказал Лаэрту о смерти отца. «Понимаешь, Гамлет хотел убить меня, но убил твоего отца. Я бы его казнил, но принца любит народ, потому я отправил его в Англию». Королю приносят два письма, одно ему, другое королеве. Король читает свое письмо. «Это я, Гамлет, я вернулся. Ждите завтра». «Лаэрт, ты хочешь отомстить за смерть отца?» – спросил король. «Хочу. Ну так вперед. Ты знаешь, что нужно делать. Я слышал, ты хорошо фехтуешь». Лаэрт пообещал, что расправится с Гамлетом и вдобавок смажет лезвие шпаги ядом. Достаточно будет небольшой царапины, чтобы Гамлет умер. Вбегает королева и сообщает, что Офелия утонула. Гуляла возле речки и случайно упала. На кладбище общаются два могильщика. Они роют яму для Офелии. К ним подходят Гамлет и Горацио. Могильщик выбрасывает из земли чей-то череп. Гамлет поднимает его. Блин, а ведь когда-то у этого человека был язык, он мог петь. Может быть, он был влиятельным человеком. Гамлет спросил, для кого могильщик роет яму. Для особы, которая раньше была женщиной. Могильщик показал Гамлету череп бывшего королевского скомороха Йорика. «Я знал его», — сказал Гамлет, взяв череп в руки. «Остроумный был парень. Он таскал меня на спине, когда я был мальчишкой». Вдали показалась похоронная процессия. Гамлет с Горацио отошли в сторону, чтобы незаметно наблюдать. Шли король, королева, Лаэрт, свита. Перед ними несли гроб с телом Офелии. Судя по тому, как все происходило, несли тело самоубийцы. Парни еще не знали, что в гробу Офелия. Священник сказал, что если бы не вмешался король, Офелию как самоубийцу похоронили бы в неосвященном месте. И тут Гамлет понял, о ком шла речь. Лаэрт прыгнул в могилу, чтобы в последний раз обнять сестру. И Гамлет туда же прыгнул. Началась драка. Их разняли. Гамлет сказал, что он любил Офелию, как никто другой. Все разошлись. Чуть позже в замке Гамлет рассказал Горацио, как он на корабле тайно взял у Розенкранца и Гильденстерна письмо, которое те везли в Англию. «Я сорвал печать и прочитал, что меня нужно казнить, потому что я представляю опасность для Дании и Англии». Вот так. «И что дальше?» – спросил Горацио. «Я написал другое письмо, красивым почерком. У меня была с собой отцовская королевская печать. Написал, чтобы подателей того письма убили на месте. Классно придумал. А на следующий день нас настигли пираты. Что было дальше, ты знаешь. И, кстати, зря я с Лаэртом поссорился. Но меня так взбесило, что он прыгнул в могилу. Надо с ним помириться». От короля пришел человек. Он просил передать, что король поставил деньги на победу Гамлета в бою с Лаэртом. Гамлет неохотно соглашается на бой. Вскоре появляется король, королева, Лаэрт и другие. «Прошу меня простить, я был неправ», — сказал Гамлет Лаэрту.
Это был не я, то был мой помутившийся рассудок. «Я бы хотел вас простить, но не могу. К бою», — ответил Лаэрт. Парням дали рапиры. Король велел принести для Гамлета отравленный кубок вина на тот случай, если принц захочет пить. Бой начался. Королева захотела пить. Она взяла отравленный кубок и выпила. Король не успел ее остановить. В бою Лаэрт отравленной рапирой ранит Гамлета. Затем они меняются оружием, и Гамлет ранит Лаэрта. Королева падает и перед смертью успевает сказать сыну, что вино было отравленным. Лаэрт подтверждает, что все это было замыслом короля. И теперь и Гамлет, и сам Лаэрт через полчаса умрут, так как были ранены отравленными рапирами. «Вот же блин», — сказал Гамлет и заколол короля отравленной рапирой. Король умирает, затем умирает Лаэрт. Гамлет, умирая, просит Горацио рассказать всем его историю. Слышно, как на улице кто-то стреляет. Гамлету говорят, что это Фортинбрас возвращается из Польши с победой. Тогда Гамлет успевает сказать, что он желает, чтобы следующим королем стал Фортинбрас, и умирает. В замок входят Фортинбрас и английские послы. «А мы пришли сказать королю, что его просьбу выполнили. Розенкранца и Гильденстерна казнили», — сказали послы. Горацио говорит, что он расскажет подлинную историю того, что творилось в датском королевстве. «Хорошо, рассказывай», — сказал Фортинбрас. «Мне это будет интересно, ведь теперь я претендент на это королевство». Он распоряжается похоронить Гамлета с почестями, как воина. Вот такая история, друзья.